Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про сварочный тренажер Sawdomatic. Для начала мы Белгазстрой, управляющая компания холдинга, занимаемся в том числе обучением, подготовкой сварщиков, аттестацией сварщиков. Ну, и имеем в распоряжении тренажеры Sawdomatic, на которых, в принципе, проводим часть подготовки, так сказать, до того, как сварщика допустить к работе уже непосредственно с дугой сварочной, с металлом, электродами, уже с натуральным оборудованием. Можно отработать навыки, механику движений, стойки, позиции, как правильно вести процесс. Ну, что, собственно, позволяет эти тренажеры выполнить. А сколько у вас тренажеров? 5 тренажеров у нас, чтобы можно было полноценную группу сварщиков вести. Ну, порядка 6 человек. Это чтобы каждому уделить внимание, поработать над ошибками. Больше очень тяжело. Какие отзывы от сварщиков? Что они говорят про этот тренажер? Разные отзывы. То есть сварщики, которые становятся, сразу не все получается, заваривают, а кто-то не может освоиться. Ну, говорят, что нужно привыкнуть для начала. Это я говорю про опытных сварщиков, которые уже не первый десяток лет варят. У них возникают вопросы. Ну, те, кто помоложе, гораздо быстрее к этому приспосабливаются, понимают, что от них нужно, что говорит им тренажер, какие подсказки дает. А можно вас попросить включить его, чтобы увидеть? Сейчас включу. Маска. Здесь имитатор сварного соединения. Вот. Я сейчас навожу, камера видит. Сейчас я обойду с этой стороны. Ага, спасибо. То же самое в маске, в очках. Есть имитация. Ну как имитация? Полностью. Полуавтоматическая сварка. Да, это конкретно сейчас включили полуавтоматическую сварку. То есть это обычная горелка бензелевская, модифицированная для работы на тренажере. То есть она повторяет вес, все натурального процесса. Интересно. Ну и вот здесь тоже и в маске видно, и на экране. То есть инструктор может одновременно дублирует информацию, все, что в маске, то и на экране. Там стрелочки, это подсказки, как нужно вести. Вот кружочек это куда будет направлена дуга. Собственно, здесь вот. Я вижу скорость ниже подачи проволоки, я вижу напряжение. Да. Вот сейчас они красным горят, значит, он не запустит процесс. Вот я нажимаю кнопку, он пишет, что проблема с настройками оборудования. То есть нужно выставить их для того, чтобы начался процесс имитации сварки. Управляется все легко, интуитивно, понятно. Ну вот, выставили режим. Затем подносим горелку вот вместо начала сварки, и на горелочке видим зеленые и красные стрелочки. Это подсказка положения угла наклона горелки и вылета электрода. Красненькая я двигаю, на зеленее. Вижу. В таком диапазоне держать вылет электрода. И также регулируется длина дуги, я смотрю. Это, собственно, она и есть. Ну, вот если да. имитация ручной дуговой сварки, то там это длина дуги. А здесь, скорее, вылет электродной проволоки. Ну, можно начать процесс. Двухтактный режим, четырехтактный режим. Тут у нас просто самая горелка. Так, начинается процесс сварки, снимаю, как это все выглядит. И также я слышу звук сварочной дуги, то есть все по-настоящему. Круто. Интересно. Практически любой человек может научиться процессу сварки без особых усилий. Также добавлю от себя то, что тут есть теория, также добавлю то, что тут есть тесты. Можно пройти как теоретический курс, сдать тесты. Для примера можно посмотреть, опять же, что я там наварил. Ух ты! Да. Очень некрасиво, но потому что сварщик, Отлично. надо сказать, я не практикующий и вообще не сварщик. Да у нас так полстраны варит, нормально. Ну, Шучу. мы когда обучаем, аттестуем, я конкретно занимаюсь неразрушающим контролем, ну и теория обучения.
Есть у нас инструктора по сварке, которые уже как бы, Я сварщики понимаю, практики конечно. преподают дело. Ну и в конце, когда до конца доведется процесс, здесь можно получить статистику по технике выполнения процесса. То есть как выдерживался ли угол, скорость сварки, вылет электрода, Круто. электродной проволоки. Ну, собственно, Так, а еще я тут вижу ручная дуговая. Да, Также ручная есть дуговая. аргон дуговая горелка. Просто ее тут сейчас есть, да, она мы есть. не стали сюда, ну, потому что сложный процесс, там двумя руками нужно оперировать, как бы для демонстрации будет тяжело. Спасибо большое. Да. К слову, нужно сказать про ручную дуговую сварку, что здесь также абсолютно, ну, то есть как настоящий электрододержатель, но модифицированный. Здесь есть электродвигатель, который имитирует сгорание Круто, круто. электродного прутка. То есть во время сварки нужно постоянно его туда подавать, затем останавливаться, заряжать новым. Вот они там у нас лежат. Выглядят вот таким образом. Понял, понял. А это маркер, чтобы компьютер как бы считывал. QR-кода, чтобы он видел камеру и Понял. имитировала процесс. Сюда заряжается, Есть имитация сгорания. и когда варит, он уменьшается постепенно. Спасибо большое. Очень интересно. Компания Белгазстрой занимается обучением сварщиков. Молодцы.